Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам хочу показать простой, но очень красивый ажурный узор крючком. Узор представляет собой вот такой графический рисунок с веерами, интересной сеточкой, причем его можно связать более ажурным, провязывая между веерами больше рядов ажурной сеточки. И я связала вот первый образец. Это пряжа полухлопок Янард джинс. Здесь у меня крючок номер 3,5. А здесь моточки 50 грамм, 160 метров. Но мне кажется, эта пряжа немножко толстовата для этого узора. Хотя смотрится он интересно, подойдет для вязания топа, кофточки ажурной. Но я сейчас хочу связать второй образец из более тонкой ажурной летней пряжи. Это пехорка летняя. Вот такая вот тоненькая, как будто льняная ниточка. И здесь метраж идет моточек 90 грамм, 450 метров. И у меня будет крючок номер 2,5. И сравним два образца. Я думаю, из этой пряжи этот узор будет более воздушный, ажурный. И кофточки будут такие невесомые, воздушные и очень красивые, как будто кружевные. Дорогие друзья, для начала вязания узора набираем цепочку воздушных петель. Раппорт узора составляет 6 петель плюс 1. Здесь я набрала 48 петель для 8 повторений узора, плюс 1 49 петля и плюс 3 воздушные петли для начала вязания первого ряда вместо первого столбика с одним накидом. Далее делаю на крючок накид. Теперь отсчитываю от крючка 1, 2, 3, 4 и в пятую петлю провязываю первый столбик с одним накидом. И вяжем еще один столбик с одним накидом из следующей петли начальной цепочки. Далее 1 воздушная петля. Делаем на крючок накид. Одну петлю начальной цепочки пропускаем и следующий провязываем один столбик с одним накидом и далее по цепочке второй столбик с одним накидом. Так мы провязываем первый ряд. 1 воздушная петля, повторяем, и здесь пропускаем петлю начальной цепочки и следующих двух петель 2 столбика с одним накидом. И повторяем: 1 воздушная петля, петлю пропускаем начальной цепочки и следующих двух петель 2 столбика с одним накидом. Заканчиваю вязать первый ряд. Смотрите, у меня осталось 4 петли, и здесь после 2 столбиков я делаю 1 воздушную петлю и далее из 3 последних петель начальной цепочки провязываю 3 столбика с одним накидом в конце ряда. Итак, мы закончили вязать первый ряд, и по сути первый ряд это у нас изнаночный ряд. Далее поворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд, но это будет как первый ряд узора. 1 воздушная петля, и здесь на вершине вот первого столбика предыдущего ряда или последнего столбика делаем столбик без накида. Делаем накид и теперь вводим крючок вот за арочку, первую арочку, 1 воздушная петля, и провязываем здесь столбик с одним накидом. Далее из этой же арочки провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. То есть мы формируем веер из 7 столбиков с одним накидом. Провязав 7 столбик веера, далее делаем столбик без накида на следующей арочке 1 воздушная петля. Вновь делаем накид, заводим крючок за следующую арочку из 1 воздушной петли, и на этой арочке вновь вяжем 7 столбиков с одним накидом для второго веера. Смотрите, так как мы в начале вязания набирали петли, начальную цепочку для 8 повторений узора, то здесь мы провяжем 8 вееров.
то есть 8 раппортов узора. Так, 3, 6, 7 столбик с одним накидом и закрепляем веер на следующей арочке 1 воздушная петля, столбик без накида. И так провязываем второй ряд. И по сути второй ряд это первый ряд узора. Заканчиваю вязать второй ряд. И здесь, провязав последний веер, делаю столбик без накида здесь на третьей петле подъема предыдущего ряда, как на вершине последнего столбика с одним накидом. Далее поворачиваю вязание и начинаю вязать третий ряд. Третий ряд мы начинаем вязать сетку. Вместо первого столбика с одним накидом 3 воздушные петли и плюс еще 3 воздушные петли для узора по ряду. И вот эту набранную цепочку закрепляем по центру веера на 4 петле, на вершине 4 столбика. Вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Между веерами на вершине столбика без накида провязываем столбик с одним накидом. Повторяем 3 воздушные петли. По центру веера на 4 петле, на вершине 4 столбика, столбик без накида. 3 воздушные петли между веерами на вершине столбика без накида, столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, столбик без накида на вершине 4 столбика. И так провязываем третий ряд. Заканчиваю вязать третий, начинаю четвертый ряд. Здесь, провязав на вершине веера столбик без накида, набираю 3 воздушные петли и заканчиваю третий ряд. А здесь на вершине столбика без накида после последнего веера столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. Четвертый ряд. Начинаем с 1 воздушной петли и провязываем столбик без накида на вершине столбика с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. И теперь на вершине столбика без накида провязываем столбик с одним накидом. То есть здесь меняем высоту столбиков. 3 воздушные петли. И на вершине столбика с одним накидом провязываем столбик без накида. И продолжаем это чередование. 3 воздушные петли. На вершине столбика без накида столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, на вершине столбика с накидом столбик без накида. Это у нас второй ряд сетки. Заканчиваю вязать четвертый ряд, и здесь после столбика с одним накидом 3 воздушные петли. И в конце ряда, выполняя столбик без накида, здесь смотрим на третьей петле подъема в начале ряда предыдущего ряда. Поворачиваем вязание и пятый ряд сетки. Далее набираем здесь 3 воздушные петли вместо первого столбика с одним накидом и плюс 3 воздушные петли по ряду. То есть мы в предыдущем ряду здесь закончили столбиком без накида, значит в начале должен быть столбик с одним накидом. Далее на вершине столбика с одним накидом делаем столбик без накида. 3 воздушные петли. И далее на вершине столбика без накида столбик с одним накидом. И повторяем. Столбик без накида после арочки, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Так провязываем пятый ряд сетки и далее переходим к вязанию ряда с веерами. Но если хотите, можете провязать еще 2 ряда такой же сетки, чередуя столбик без накида и столбик с одним накидом, если вы хотите получить более ажурный узор. Итак, заканчиваю вязать пятый ряд. В конце ряда 3 воздушные петли и здесь делаю
столбик с одним накидом на вершине столбика без накида. Поворачиваю вязание и начинаю вязать 6 ряд. И 6 ряд мы по сути начинаем повторение раппорта как со 2 по 5 ряд. И здесь мы провязываем веера. 1 воздушная петля на вершине столбика с накидом, столбик без накида, делаем накид, и здесь на вершине столбика без накида мы провязываем веер, то есть вводим крючок за вершину, и из этой точки мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Провязав веер, закрепляем его на вершине столбика с накидом, делаем столбик без накида, делаем на крючок накид, и теперь на вершине столбика без накида продолжаем вязать веер. Из этой точки выполняем 7 столбиков с одним накидом. Итак, провязываем 6 ряд как повторение раппорта в высоту, первый ряд повторения, и повторяем вязание с 1 по 5 ряд. Если вы хотите увеличить ажурную сетку между веерами, то провяжите еще 2 ряда сетки вот после 5 ряда. Дорогие рукодельницы, я связала второй образец, и давайте сравним. Посмотрите, из тонкой пряжи узор получился такой невесомый, воздушный, тонкий, как паутинка. Я связала то же количество повторений, что и первый образец, и вы можете по плотности вязания увидеть, что здесь сильные различия. Поэтому выбирайте пряжу, подходящую каждому узору. Каждый узор раскрывается при вязании определенной пряжи. Дорогие рукодельницы, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых узоров и, конечно же, шикарных моделей для них.